Всех приветствую! В данном видео будет запуск двигателя с вот этим металлическим винтом, сделанным из дюрали. Постараюсь ответить также и на вопросы с предыдущего видео, в которых меня буквально засыпали комментариями, как я его балансировал ли я его вообще там и так далее. Сколько весит этот винт. В общем, сейчас вам все покажу. И мы запустим его на микродвигателе. Для теста будет использоваться микродвигатель КМД 2.5. Вот мы как раз таки увидим, оборвется ли шатун, порвется ли шейка коленвала. В общем, все сейчас будет на видео. По балансировке. Балансировка осуществлялась на всех этапах. То есть, начиная с изготовления формы, делалась балансировка. Очень простая, очень примитивная. Потом на каждом этапе обработки. Кстати, кто не видел, как я его изготавливал, я ссылочку дам в описании. Можете посмотреть. Видео очень такое необычное. Ну и вот как я делал балансировку, ребята. Брал вот так вот валик. И как вы видите, ничего никуда не отклоняется. Я не стал делать никаких приспособлений хитрых. То есть просто вот так. Вот и вся балансировка. Никуда он не отклоняется. Так, ну порвет шатун или нет, это мы увидим далее. У меня, кстати, и запасной имеется. А сейчас я взвешу винты. Металлический. Вот он весит 28 грамм. И деревянный. Деревянный весит 9 грамм. То есть в 3 раза деревянный легче. Ну, это, естественно, не удивительно. Итак, друзья, двигатель установлен. Крепко закреплен в тисках через раму. И фактически он готов к запуску. Наливаю топливо. Чуть-чуть топлива, сильно гонять его не будем сегодня. И устанавливаю винтик. Сейчас мы и проверим, насколько сильно отбивает пальцы этот винт. Что говорят, деревянным, мол, меньше отбивает. Прикол деревянного винта в том, что он очень легкий. И он очень быстро догоняет палец. Очень быстро догоняет и лупит по пальцу. Так что этот он должен гораздо меньше отбивать, потому что у него большая инерция. Он весит в 3 раза тяжелее. Ну что, пробуем запускать, дорогие друзья. Открываю иглу. Слегка. Ну вот так как-то. Немножко неустойчиво работает на этом винте. Ну, это, скорее всего, я что-то здесь не настроил просто. Как видите, друзья, все работает, ничего не разрывает тут в клочья. И по пальцам ничего не ударило, и запускается спокойно. Можно еще разок. Никаких особых вибраций я не заметил. То есть я пробовал заголовку, держал. Каких-то особых там вибраций замечено не было. Ну, на деревянном винте работает постабильнее, конечно.
Винт получился меньше, чем деревянный, для него нужны уже более высокие обороты. В итоге двигатель, может, их просто не выдает. Ну вот и все, ребят. Как видите, ничего страшного здесь нет в металлическом винте. Да, есть свои проблемы с такими винтами. Если, конечно, он врежется в башку кому-нибудь, то он порубает. Но точно так же и деревянный винт порубает однозначно. Я ни в коем случае не пропагандирую такое дело. То есть такие винты очень трудно изготавливать. Нужно затратить много труда, смысла нет в них никакого, кроме как вот эстетика или может на какую-то копию поставить, например, чтобы он был металлический и было как по-настоящему. Вот. Ну а так он в 3 раза тяжелее, конечно, толку от такого винта в самолете меньше. Хотя 28 грамм против 9, ну на 20 грамм самолет тяжелее. Сами судите, много это или мало. Куда его поставить, я пока что, ребят, и сам не знаю. Может быть, самолет какой-то будет или еще что-то. Ну, конечно, жалко испортить такой винтик, а почву его треснуть. Поэтому это должно быть что-то особенное, что-то знаковое. И уже явно не в этом году. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить такое знаковое видео. На этом все. Всем, кто на канале, спасибо. Всех благодарю за внимание. До новых встреч. Пока.